Война. День 596. Ситуация на фронтах. Стало известно, что первые истребители F-16 от Дании Украина получит весной 2024 года. Пока неизвестно, каких именно модификаций они будут, но в любом случае это станет важным усилением украинской армии и добавлением возможностей наносить удары современным оружием, а также позволит противодействовать российской авиации за счет более лучшей авионики. Восток. Россияне продолжают попытки атаковать на Купянском направлении. Так, украинский генштаб сообщил о отражении атак на села Макеевка, а также в Серебрянском лесничестве. На юге от Бахмута украинские войска продолжают наступление, но информации о продвижении нет. Линия фронта проходит все так же вдоль железной дороги. В районе Авдеевки россияне предприняли массированную атаку сразу с нескольких направлений, целью которой, вероятно, было окружение города. Так были зафиксированы удары колонн бронетехники с десантом более 100 человек со стороны Красногоровки на севере от Авдеевки, а также со стороны Водяного на юге. Атака совершалась при поддержке российской артиллерии и авиации, включая ударные вертолеты Ми-28, которые использовали управляемые ракеты «Лмур». На имеющихся кадрах видно, как одна из колонн уничтожается украинской артиллерией, а вторая российская колонна, судя по всему, была укомплектована высочайшими профессионалами своего дела, которые при проезде по временному мосту решили показать, как делать кувырок на бронетехнике. Ведомые, видимо, решили, что украинцы, увидя такое мастерство пилотирования, сами отступят, поэтому развернулись и ушли на исходные позиции. В ходе этих атак за 2 дня уже визуально подтверждены значительные потери россиян, а именно 13 артиллерийских установок, 15 танков, 33 БМП и БТР, 6 грузовиков и 14 легких автомобилей. Тем не менее, на некоторых участках россиянам удалось занять украинские передовые позиции, тем самым продвинуться на несколько сотен метров. На данный момент бои продолжаются. Авдеевка давно не дает покоя российским командующим, которые периодически собирают силы для атаки на нее. Вполне возможно, что захват этого города станет очередной навязчивой идеей россиян, как в свое время Бахмут. Дальше бои продолжаются в Марьинке, которую россияне так и не смогли захватить с начала войны. Юг. На Бердянском направлении аналитики из Military Defense отмечают, что у украинских войск произошла ротация, о чем они судят по публикациям из официальных страниц украинских подразделений 35-й и 38-й бригады морской пехоты, а также 31-й механизированной бригады. В свою очередь, россияне усиливают данное направление, где подразделением 5-й общевойсковой армии была добавлена 34-я отдельная мотострелковая бригада из 49-й армии. Таким образом, они прикладывают все усилия, чтобы ликвидированный выступ не превратился в еще один клин уже в их оборонительных линиях. Дальше, на Мелитопольском направлении россиянам удалось стабилизировать фронт и не позволить украинцам вот уже 2-ю неделю продвигаться. Добились они это с помощью своих фланговых контратак, для чего были задействованы резервы. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками и комментариями, также не забывайте подписываться на канал.